Как использовать старый iPhone 6s Plus в качестве весов? Никогда об этом не слышали? Смотрите, как это работает. Для эксперимента нам понадобится старый iPhone 6s Plus, яблоко и апельсин. Для того, чтобы эксперимент сработал, нам необходимо убедиться, что в iPhone установлена самая новая прошивка на момент эксперимента. Заходим в настройки, основные, об этом устройстве. Смотрим версию ПО. Версия ПО у нас должна быть 15.8.7. Это самая новая прошивка для iOS 15, которая уже много лет не поддерживается. Теперь нам необходимо выйти в настройки, спуститься до универсального доступа и проверить касание. Как это работает? Дело в том, что в iPhone 6s Plus существует специальная функция, называется 3D Touch или касание. То есть вы нажимаете на цветок, допустим, вот видите, можете проверить. В экране есть специальная функция, которая реагирует на нажатие пальцев. Еще раз, вот, нажимаем, видите? Вот я немножко вот так продавливаю дисплей, и у нас увеличивается картинка. Еще раз. Она увеличивается на весь экран. Теперь мы проверяем обязательно, что здесь должно быть включено 3D Touch. Вот видите. Выставляем чувствительность средняя. Вот можно низкую, высокую и среднюю. Все. Длительность касания оставляем быстро. Теперь нам необходимо перейти на специальный сайт. Сайт я оставлю обязательно в описании этого видео, для того, чтобы вы не искали его. Здесь у нас Medium. Мы можем сейчас вот проверить. Видите, все. У нас система работает. Нажимаем сброс. Так. И возьмем, допустим, апельсин сначала. Ложим в центр. Так. О чудо! Апельсин весит 172 грамма 26. Прекрасно. Так, работает. И давайте, естественно, попробуем яблоко. Ложим яблоко. 109,45. Прекрасно. Все работает. Но, ребят, так как это эксперимент, я не советую вам измерять точно вес яблока или апельсина, потому что здесь есть погрешности. Смотрите, например, еще раз пробуем. Вот 164,16. Пробуем еще раз. 238. Видите? То есть из-за того, что это просто тестовый эксперимент такой, кто-то нашел и придумал функцию, вот этот сайт запрограммировал, к сожалению, здесь точность у нас хромает. То есть здесь у нас показываются разные данные. Вот 270. Даже если мы сбросим, например, 273, 272. Ну, в принципе, погрешность не совсем такая прям большая, но приблизительно мы можем взвесить вес именно вот апельсина, да. 249. О, вообще 0 показывает. Так, тут нужно просто, чтобы в точке яблоко у нас вот так вот нажалось. Да, вот там получается желтая точка такая появляется. Вот 269, еще раз. 265. 252. Ну да, примерно так. Давайте попробуем взвесить, например, какие-то предметы, которые не являются фруктами. Например, вот пульт просто положим. Нет. Пульт от лампы от моей не получается. Потому что здесь обязательно нужно что-то, чтобы нажимало. Вот видите, точка должна быть так вот. Вот она. Вот именно в середине запрограммирована. Так, давайте попробуем часы от Apple. Нет. Часы у нас тоже не работают, потому что здесь у нас нет нажатия. То есть это в основном реагирует на фрукты.
Да, фонарик тоже никак. Ну-ка, здесь. Нет, тоже, видите, мягкая вот этой вот резиновой пипкой не получается. Вот. Так что, пожалуйста, если у вас есть старый iPhone 6s Plus, можете вытащить его из вашего шкафа и попробовать взвесить так же, как и я. Данный сайт будет работать как на iPhone 6s, так и 6 Plus, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS и XS Max. Потому что уже в новых моделях Apple убрала функцию вот этого специального прикосновения и заменила ее просто программно. А данный дисплей поддерживает замечательно эту функцию, и поэтому мы сможем с вами взвесить приблизительно фрукты. Таким образом. На этом все. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Всем удачи и пока!